История из двух частей. Сначала про здоровенный нож, а потом про рекурву и что с ней делать. Нож Spartan от компании Colsteel. Colsteel, наверное, является лидером по производству крупных и харизматичных ножей. О этой компании много рассказывать не вижу смысла, сразу переходим к ножу. Но нужно начать издалека, с концепции. Дизайн ножа логично вдохновлен мечом. Копис, или можно сказать фальката, в нюансах трактовки и лингвистических оборотах разбираться не будем. Просто скажем, дизайн ножа вдохновлен историческими мечами античности. Если судить по названию, то именно мечом спартанцев. Наиболее узнаваемой в этом плане является рукоять. Сложная форма рукояти меча легко узнается в этом ноже. А вот клинки подобной формы были широко распространены не только в Спарте, да и сейчас не теряют актуальности. Крупный непальский нож кукри, к примеру, да и множество околоохотничьих и ножей выживания имеют одну схожую черту. Это вогнутость клинка, обычно называется рекурвой. Это то, что мы знаем о концепции, но сам дизайн и, так сказать, доведение идеи до великолепного изделия – это работа Эндрю Демка, дизайнера, работавшего с Лином Томпсоном и запатентовавшего замок Triad Lock. Про этот замок я не раз упоминал в прошлых роликах. Он действительно крайне эффективный и выдерживает большие нагрузки на закрытие – до 800 фунтов, что по курсу более 68 тысяч рублей или 300 килограмм. Не знаю, как они с этим живут. Внешний замок похож на бэклок, да и работает похожим образом, но, как говорится, есть нюанс. В общем, замок мощный, качественный, эффективный. Но мне, как пользователю, не нравится. Складными ломиками я не пользуюсь, и на каждый день мне больше подходят другие ножи. Это просто дело вкуса. Spartan также оснащен запатентованной пластиной для большого пальца Демка, с помощью которой можно нож открывать как обычно, используя пластину вместо шпенька, или цеплять пластину за край кармана во время вытягивания и открывать нож. Так же, как это работает на ножах с крючком Эмерсона. Кстати, эта пластина зафиксирована болтиком, и если вам необходимо использовать всю длину клинка, вы можете ее легко снять. Spartan крупный нож, и это не фигура речи. На его фоне другие ножи не выглядят ножами. В то же время эргономика ножа крайне продумана. Сложная форма длинной рукояти позволяет практиковать несколько хватов, да и рукоять в целом подходит как для крупной, так и для небольшой руки. Это достигнуто глубоким профилированием накладок из ударопрочного пластика и большими подпальцевыми выемками, как под указательный палец, так и под мизинец. Рукоять имеет небольшую клипсу, даже две. В комплекте поставки есть клипсы как под правую, так и под левую сторону. Клипса отлично вписана в дизайн и у меня не вызывает никаких претензий. В итоге мы получаем клинок с длиной более 100 мм и обухом в 4, японскую высокоуглеродистую сталь AUS-10A. Подробнее про ее свойства можно посмотреть в моем ролике о японских сталях. Замок, выдерживающий огромные нагрузки, крупная рукоять с стальными лайнерами и ударопрочными накладками. Осевой винт не на подшипниках, как сейчас модно, а на шайбах, что дополнительно исключает слабое место конструкции. Это реально нож, который может переносить несвойственные для ножа нагрузки. Хотя я знаю человека, который смог привести этот нож в негодность, пытаясь открыть запертую дверь сарая. Но тем не менее, запас прочности, заложенный в конструкции складного ножа, такой, что он может поконкурировать со многими нескладными ножами выживания. Нож производится более 15 лет и уже давно стал легендарным. Но значительная часть такого успеха лежит не только в плоскости харизмы, но и в великолепной геометрии клинка. S-образная форма клинка называется рекурвой. Часто так ее называют во время заточки ножа, хотя не стоит относиться к этому серьезно. Плюсов у такой формы не меньше, чем минусов. Итак, форма клинка представляет собой дважды искривленную линию. Такое решение увеличивает длину режущей кромки, не увеличивая длину клинка. Таким образом, при длине клинка около 110 мм мы имеем режущую кромку порядка 116 мм. При этом мы фактически получаем несколько рабочих зон режущей кромки.
которые чаще работают поэтапно или раздельно. Такой подход позволяет сберечь остроту части клинка, и иногда большая часть ножа уже не режет, но какой-нибудь кусочек режущей кромки еще сохраняет свои свойства. Изгиб режущей кромки имеет еще один неочевидный плюс, о котором не часто говорят. При надавливании клинок с предметом прорезания соприкасается минимум длины клинка, что значительно сокращает усилия на разрезание. За счет этого нож Spartan дает очень приятное ощущение реза. Третье преимущество такой формы клинка проявляется, если вам необходимо пройти через заросли или срубить висящие ветки. Не случайно непальские кукри имеют именно такую форму. Суть данного эффекта проявляется в том, что при попадании ветки на режущую кромку она будет неизбежно продавливаться на изгиб, а затем идти вдоль режущей кромки. Таким образом происходит не рубка, а прорезание материала. Все это вкупе со слегка вогнутыми спусками от середины клинка позволяет ножу иметь потрясающий агрессивный рез. Нож отлично проявляет себя как в туристических задачах, так и в разделке дичи и приготовлении пищи, а качественная нержавеющая сталь играет здесь не последнюю роль. Ну а теперь минус. Криволинейные поверхности всегда сложно обрабатывать. В заточке таких клинков без специальных камней будет непросто. Фактически мы точим 2 ножа, в редких случаях 3. Внешнюю выпуклость можно точить как обычный нож, но вогнутую поверхность точить сложнее. В идеале здесь нужны круглые камни. В любом другом случае качество реза станет хуже. Клинок Спартана выполнен из стали АУС-10А, поэтому его заточка не будет очень сложной. Это хорошая некапризная сталь. Подводя итог всего вышесказанного, можно сделать очевидный вывод, что нож нестандартный, но крайне эффективный, крепкий и харизматичный. Если вас устраивают его габариты и некоторые неудобства в заточке, то он станет для вас отличным инструментом для активного отдыха, туризма и выживания. Нож крупный, крепкий, с хорошим многофункциональным клинком. Клинок имеет финиш Stone Wash. Это покрытие отлично выполнено и прекрасно выглядит, хорошо маскирует мелкие царапины, появляющиеся при эксплуатации ножа. Одним словом, отличный продуманный нож выживания, только носить его в кармане – то еще удовольствие. Вот как-то так, тяжело нынче делать ролики, о какой-то регулярности и контент-плане говорить вообще не приходится. Ассортимент ножей в магазине скуднеет, хороших политических новостей практически нет. Но есть надежда, что в этом году эта прошлогодняя депрессия закончится. Спасибо всем, кто смотрит канал через VPN или с рекламой. И как всегда, свое мнение можете оставить при себе или написать в комментариях. Не забывайте заходить в описание к ролику, там бывают полезные ссылки. А каналу все еще нужны ваши лайки, подписки и репосты в соцсетях.